Война. День 155. Ситуация на фронтах. Воздух. Сегодня масштабный ракетный удар был нанесен по Киевской и Кировоградской области. Известно, что 6 ракет «Калибр» ударили по воинской части в селе Лютиш. В результате имеются потери в личном составе. Альянс Свободы. Турецкая компания «Байкар» бесплатно передаст Украине один беспилотник «Байрактар», деньги на который собрали граждане Польши, а собранные деньги будут направлены на гуманитарные проекты в Украине. Беспилотники «Байрактар» хорошо себя зарекомендовали в войне с Россией, особенно в первом этапе войны, когда не было сформировано линии фронта. Видео об этом есть у меня на канале. Также в Польше огласили сбор средств на медицинские вертолеты Ми-2 АМ-1 для Украины стоимостью $570 тысяч. Восток. Харьков и пригороды продолжают обстреливать. С Белгорода фиксируются пуски ракет «Искандер». Украинские силы обнаружили и ликвидировали российскую разведгруппу в районе населенного пункта Чепиль на правом берегу Донца. Тут россияне наводят дополнительные понтонные мосты. Южнее, в районе Изюма, украинские войска предприняли контратаку и оттеснили россиян от Долины и Богородичного на несколько километров и вышли в район Пасеки. На опубликованных снимках видно, что российский понтонный мост возле Еремовки разрушен. Российские войска продвинулись ближе к Северску, угрожая разрезать украинские войска у Серебрянки и Григорьевки. Бои за Верхнекаменское, Ивано-Дарьевку и Спорное продолжаются. Берестово остается спорным. Дальше бои вдоль трассы Т-1302. Россияне продолжают атаковать Солидар с двух сторон, но бои пока на подступах к городу. Продолжаются бои на окраине Покровского. Российская армия имеет превосходство в воздухе и на земле в этом районе. После отступления ЗСУ из Углегорской ТЭС фронт немного выровнялся, и о новых продвижениях российских войск неизвестно. Россияне с сепаратистами активизировались на Авдеевском направлении, атакуя укрепленные позиции ЗСУ, но все безуспешно, как и 5 месяцев до этого. Сообщается о взрывах складов боеприпасов в Донецке и Горловке. На южном фланге украинские войска продолжают проводить атаки с незначительными продвижениями. Юг. Россия продолжает перебрасывать войска на южные направления, дабы остановить продвижение ЗСУ. Причем перебрасываются наиболее боеспособные десантные войска. Тем не менее, они не могут все бросить на правый берег, дабы сдержать натиск на Херсон и, быть может, самим пойти в атаку, так как тогда будет угроза окружения уже с левого берега, и россиянам приходится часть войск направлять на запорожское направление. А тем временем, чем больше войск на правом берегу, тем больше туда необходимо поставлять припасов, а с этим могут быть проблемы ввиду повреждения мостов через Днепр и Ингулец. Дабы хоть как-то решить эту проблему, россияне сейчас дублируют существующие мосты, возводя понтонные и паромные переправы, эффективность которых явно ниже, как, впрочем, и прочность. Очередная попытка выбить ЗСУ с плацдарма на левом берегу Ингульца в районе Давыдова Брода у россиян провалилась. По некоторым сообщениям, украинским войскам даже удалось продвинуться и расширить плацдарм. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подписка очень важна, также колокольчик и поделитесь видео в своих социальных сетях. Пока!